Привет, друзья! Вы смотрите проект Power Device, и я не мог обойти стороной новые премиальные виджеты, которые можно установить на наши телефоны Xiaomi. Это будут оригинальные виджеты из системы HyperOS, но подойдут они как на современные версии MIUI, так и соответственно на HyperOS. Если вы постоянный зритель моего канала, то вы знаете, что такие ролики я уже выпускал. Все это делается через подмену бэкапа и занимает совсем немного времени. Процедура несложная. И если вы опытный пользователь, то все это можно сделать буквально за 40 секунд или за минуту. Но я, как обычно, в своих видео люблю объяснить все по шагам, досконально. Поэтому смотрите этот ролик до самого конца, чтобы у вас все получилось. Итак, первым делом зайдем в настройки. О телефоне, резервирование и восстановление, мобильное устройство. Вводим свой пароль, если он есть. Здесь ждем загрузку, теперь снимаем вот эти галочки. Открываем другие системные данные, вот так. Пролистываем в самый низ. Находим системная оболочка. Здесь, друзья, вы должны понимать, что если у вас написано также системная оболочка, то данные виджеты у вас должны установиться. Просто дело в том, если у вас, например, какой-нибудь Redmi Note 8 и там еще старая системная оболочка, а она раньше называлась рабочий стол, то данная подмена вам не подойдет. Должно быть написано системная оболочка. Ставим напротив нее галочку. Создать резервную копию. Завершить. Далее в моем телеграм-канале вы сможете скачать данные виджеты. Все подобные файлы я всегда скидываю сюда. Не забудьте на него подписаться. Ссылка будет в описании под этим роликом. Данный файл, который мы скачали, будет выглядеть так. После того, как вы его скачали, его не нужно устанавливать. Его только можно перекинуть в другую папку для вашего удобства. После скачивания он должен появиться в папке Download, Telegram. И для своего удобства я просто переношу данный файл в папку APK, я ее заранее создавал. Здесь у меня лежат все фишки для разных телефонов. Также я здесь создал еще одну папку «Новые виджеты через подмену». И сюда поместил наш бэкап, который мы скачали. Вам те же самые папки можно не создавать. Это я сделал просто для своего удобства. Вы можете создать свои. Также еще для удобства в хранилище в папке APK я создаю еще одну папку. Нажимаю плюсик, даю название новой папки «Мой рабочий стол». Окей. Теперь снова иду в начало хранилища, захожу в папку MIUI, Backup, All Backup, и вот здесь у вас должна появиться папка с бэкапом нашего рабочего стола, который мы создавали в начале видео. Если что, ищите ее по сегодняшнему числу. Итак, заходим в эту папку, выделяем оба эти файла, нажимаем еще, копировать. Внутренний общий накопитель. Дальше я захожу в папку APK. Мой рабочий стол, помните, мы ее создавали. И нажимаю «Вставить». Эти файлы переносятся сюда, в папку «Мой рабочий стол». Теперь в любой момент мы сможем восстановить свой рабочий стол, если нам это понадобится. Также мы создавали папку «Новые виджеты через подмену». Вот они. Этот файл вы у меня и скачивали в моем Telegram. Выделяем его. Еще. Копировать. Внутренний общий накопитель, папка MIUI, Backup, All Backup. Заходим вот в эту папку, вставляем сюда копируемый файл. Далее файл «Системная оболочка» выделяем, нажимаем еще, переименовать, выделяем его название вот до этой точки. До слова back, то есть последнюю точку не затрагиваем. Нажимаем три точки, копировать, нажимаем ОК. Теперь этот файл, который мы только что выделяли, удаляем. Далее выделяем скачанный файл. Еще. Переименовать. Теперь вставляем это название точно так же до точки. Окей. Все, мы практически все сделали. Идем в настройки. О телефоне. Резервирование и восстановление. Мобильное устройство. Вводим пароль. Здесь сверху нажимаем «Восстановить», открываем наш файл, смотрим, что здесь системная оболочка, стоят галочки. Нажимаем «Восстановить». Завершить. Идем на рабочий стол, проверяем наши виджеты. Все отлично работает.
Друзья, смотрите, какой еще важный момент стоит сказать. В целом на вашем рабочем столе ничего не сбивается, разлетаются только иконки, которые вам придется собрать в кучу, как они у вас раньше были собраны. Это единственный минус установки таких виджетов. И также уточню один важный момент. Если вы до установки данных виджетов пользовались вот таким меню приложений, то в моем телеграме вам нужно будет скачивать файл именно где написано меню, вот он. Просто дело в том, что если вы зайдете в настройки, рабочий стол, вкладка рабочий стол, и здесь мы переключимся на классический, то данные виджеты пропадают. И если вы на своем Xiaomi изначально пользовались вот таким рабочим столом классическим, то вам нужно скачивать бэкап с виджетами, где подписана классика. Оба эти файла будут в моем телеграме. Также у вас может измениться способ навигации и меню недавних. Все это легко изменить, зайдем в настройки, рабочий стол. Рекомендую вот здесь не показывать текст, поставить везде. Также способ навигации выбираем тот, который вам нужен. Я использую жесты. Также расположение объектов недавних лично я выбираю вертикально. Вы оставляете тот способ, который вам нужен. Теперь все настроено. Осталось только вернуть иконки на те места, где они были раньше. Также вы, наверное, заметили, что изменяется тема смены экранов. Чтобы ее изменить, делаем щипок, настройки, эффекты прокрутки экранов и выбираем тот, который нам нужен. Также, друзья, если вы захотите вернуть свой рабочий стол в исходный вид, как он был до этого, то я зайду в папку АПК. Помните, мы вначале создавали папку «Мой рабочий стол» и копировали сюда наш бэкап. Так вот, этот файл вам просто нужно выделить, еще, копировать, внутренний накопитель, MIUI, бэкап, All Backup, нажимаем «Вставить», «Заменить». А дальше через настройки просто восстанавливаем этот бэкап. Вы это уже знаете. Не забывайте ставить лайки этому видео, подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой Telegram. Желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих роликах. Всем пока!